спортсменка, красавица, жизнерадостная вообще. И тут бац. Любой человек любой цели может добиться? Любой. Я так-то мягкий человек, но когда нужно, я проявляю жесткость. Нравится быть главной? Да. Конечно, кому не нравится. Я уже рыкнуть могу тоже. Как ты себя преподашь, так оно и будет. Любой человек может добиться любой цели. Ваше высказывание. Да, совершенно верно, так оно и есть. Если ты поставишь цель и будешь к ней стремиться, то все можно добиться. Любой человек любой цели может добиться? Любой. Когда я получила травму, если говорить сейчас конкретно о моем случае. Вам сколько лет было? 18. Угу. На 3-м курсе получила травму, к сожалению, несчастный случай. И все рухнуло. Реально, у меня так раз, как так? Симпатичная, успешная на тот момент. И такая ситуация получилась, что раз инвалид. Пришлось бороться со своими эмоциями. Я не знала, как быть, от чего отталкиваться и так далее. Спортом я, например, занималась со школьной скамьи. И в один прекрасный момент я поняла, что без спорта я никто буду. Благодаря спорту у меня, наверное, такой стержень моего характера, который помогает добиться желаемого результата, и это действительно так. А вы, когда впервые пришли, что вообще удивило, больше всего поразило? Я слышала, что есть такая дисциплина, как кёрлинг, но не понимала вообще. По телевизору видела, думаю, что они там кричат, свип, но не понимала. Но когда меня пригласили, я попробовала, мне это понравилось, это азарт. Вы не представляете, какой это азарт. Это кажется так со стороны, что что там, спокойная игра вроде. Нет, ничего подобного. Очень-очень азартная игра, где ты стараешься обхитрить своего соперника, но только по-доброму, естественно, обхитрить. Понятно, что ничего не понятно. Вкратце, для чайников. Кто побеждает в кёрлинге? Тот, кто умеет быстрее обхитрить соперника. Потому что это как шахматы на льду. То есть 2 команды по 4 игрока. Поочередно выполняются броски. 8 камней у каждой команды. Цвет камней, видите, он разный. Ага, да. В доме стоит скип, это капитан команды, он мозг команды, который думает тактику на энд. В кёрлинге 8 эндов, то есть, чтобы понятнее было, это как сет, партия, что ли. У здоровых, которых вы также наблюдаете на катке, у них 10 эндов. У нас, у паралимпийцев, 8. А момент принятия, он когда пришел? Когда, наверное, я оправилась, скорее всего. В первый раз вы вышли из дома на коляске. Это было вообще преодоление самой себя, потому что меня знали совершенно другим человеком, спортсменка, красавица, жизнерадостная вообще. И тут бац. Травма-то красавицу не отменила.
Спасибо большое. Было очень сложно, потому что люди, которые меня знали до травмы и увидели меня уже после, в их глазах читалась, жалость, что ли, можно так сказать. И я это чувствовала, и мне было как-то неловко, не по себе. В общем, как ты себя преподашь, так оно и будет. Если ты преподашь, ничего страшного, я сижу на коляске, жизнь продолжается, люди живут и так. И они начинают все-таки видеть себя уже совершенно с другой стороны. А если ты добиваешься еще и цели, которые даже ходячий, здоровый человек, не каждый может добиться, он тебя начинает ценить уже по-другому, смотреть на тебя по-другому, и вообще воспринимать. Вы в одном интервью рассказывали, что долго после травмы думали, почему вот это со мной произошло. Были размышления, почему вот на судьбу у кого-то выпадает больше испытаний, чем на кого-то другого? Это такая дилемма на самом деле, почему со мной это произошло. Каждый человек, посмотреть на ладонь, а может, здесь что-то прописано? Да нет, мы сами строим свою судьбу. Все зависит от нас. Как? Вы же явно не хотели Я попасть. не хотела, но никто не застрахован от того, что будет завтра, в завтрашнем дне. 18 лет. Такая безбашенная девчонка, веселушка, хохотушка, компанейская девчонка. А сейчас понимаешь, прежде чем что-то сделать, нужно подумать, а как же это отразится на тебе, и будет ли это хорошо или плохо в дальнейшем. Вот и все. Я думаю, что это с возрастом понимаешь. А в чем еще разница между классическим керлингом и паралимпийским? Разница тем, что мы не свипуем, то есть здоровые олимпийцы, они трут щеткой лед, благодаря которому они могут продлить движение камня и откорректировать бросок спортсмена, потому что длина площадки 45 метров. А почему вам нельзя? А нам сложнее, это физически невозможно. Мы бы не успевали бы крутить колеса и плюс тереть щеткой лед. А я вижу еще одно отличие, то есть такой специальный кий, который вы используете. Это называется экстендер, при помощи которого мы толкаем камень. Сам камень весит 20 килограмм, но мы его не поднимаем, и, в принципе, он скользит легко. То есть бросок на самом деле это толкание 20-килограммового камня на льду. А говорят, что самые-самые крутые камни для керлинга, они из какого-то специального шотландского гранита. Да, пробовали российский гранит, и он не так, он более хрупкий, он крошится. А можно потрогать этот кусочек Шотландии? Да, конечно, пожалуйста. Так, поднимайте его. Я сама буду его. Это специальная ручка, куда цепляется экстендер, головка, камень состоит из двух частей. Одна основная, два вида гранита и часть гранита, которая именно благодаря которой скользит на поверхности льда. Слушайте, так на ощупь практически он очень гладкий, безумно гладкие поверхности. И сколько такие камни из Шотландии стоят? Примерно. Примерно комплект стоит 1 300 000. Сколько лет вы в керлинге? 8 лет. Первый мой чемпионат России мы сразу заняли высокое место призовое, благодаря которому я получила звание мастера спорта. Это вообще супер просто для меня было. И спустя какое-то время меня пригласили в сборную России.
Вот 8 лет назад девушка приходит посмотреть на удивительный вид спорта, да, кёрлинг, ничего не понимает, в уже сложившуюся команду, где такие достаточно зрелые игроки. Сегодня вы президент клуба, да, вице-скип, то есть, по сути, второй человек. Сборная Санкт-Петербурга, да. Входите в основную сборную, единственная из Петербурга, правильно? По кёрлингу на колясках. И в составе сборной победили на чемпионате Мира. И это первая медаль по кёрлингу на колясках в истории Петербурга. Как так быстро вообще все произошло, и вы не только добились успеха в спорте, вы еще там, по сути, стали главной? Я думаю, что это, скорее всего, и еще плюс удача, успех, там все вместе, и плюс Так, поставленная подождите про цель. удачу, успех. Мы с чего начали? Вы утверждаете, что все зависит от нас, удача, успех ни при чем, все зависит от самого человека. Ну да, конечно, не поставишь цели, не будет и результата. Я поставила цель. Я хотела быть в сборной России. Старший тренер сборной России заметил меня и пригласил. Естественно, от тебя это также зависит. Как вы стали, по сути, лидером петербургской команды и президентом клуба? Здесь за счет каких качеств? Вам более опытные игроки доверили лидерство и руководство? Наверное, потому что я целеустремленная, язык подвешен, то есть я добиваюсь этих целей, и ребята видели. Я смотрю, какие у вас мальчишки высокие в команде. Да, это я просто маленькая. Вы изящная. Да, спасибо большое. Не, ну ваших издалека видно. Ну, все говорят из других регионов, когда мы ездим на чемпионат России, ребята говорят, Анна, там ты специально всех таких высоких выбираешь? Я говорю, ну да. А что я скажу? У нас открытые двери для всех желающих, кто хочет заниматься кёрлингом. Мы очень приветствуем. Да, но это нужно обучаться. Не каждый выдерживает вот эту вот температуру. То есть вы ведете набор, приглашаете на занятия в Петербурге? Да. Самое главное, чтобы человек был в здравом уме и сильные руки, конечно же. Это тоже очень важно. Ну и чтобы был готов к общению, так как это и к тренировкам командная. 3 раза в неделю Да, по 3 часа. Да, Минимум. Да. Минимум, да. Ну, вам нравится быть руководителем? Конечно. Нравится быть главной? Да. Конечно, кому не нравится. Нет, кто-то избегает лишней ответственности, потому что это же не только радость быть главной, но и, правда, безумная ответственность не только за себя, но и за других. Насчет ответственности вы совершенно правы, но ребята слушаются меня. Почему все слушаются когда-то самого молодого игрока? Наверное, потому что я не даю послабления. Я так-то мягкий человек, но когда нужно, я проявляю жесткость. То есть даю понять... Пока сложно представить. Даю понять нашим спортсменам, да, что все-таки зависит многое от меня, а у нас очень главная, важная черта в нашем спорте, да, чтобы было взаимодействие команды. А если его нет, то тогда этому спортсмену нечего делать у нас. А были случаи, когда приходилось голос повышать? Конечно. Орать? Если меня не услышали и продолжают все равно разговаривать, то да, я уже рыкнуть могу тоже. В каких случаях еще приходится в жизни проявлять жесткость? По доступной среде. Я занимаюсь также
Я являюсь членом общественной инспекции по доступной среде города Санкт-Петербург. Приходится, да, потому что ты приезжаешь на какой-то объект, принимаешь его на доступность, общаешься со строителями, какими-то там, ну, не знаю, директорами, которым нужно донести, что вот есть определенный свод правил, по которым должен строиться данный объект. Вот здесь тоже жесткость нужна. Лед же тоже очень необычный для керлинга. Да, структура льда совершенно другая, не такая, как у фигуристов, хоккеистов. Даже визуально видно, что он как в пупырочку. Да, если посмотреть, эти такие вот пупырышки называются пейблы, благодаря которым скользит камень. Благодаря вот этому трению пейблы, они подтаивают, и камень, придавая себе вращение, которое задал спортсмен, он заворачивает туда, куда надо. Вообще подготовка льда идет следующим образом. Лед сначала нарезается, проходится вот этот вот айс-кингом, специальная машина, которая срезает тонкий слой льда. И после проходит айсмейкер лейкой специальной для того, чтобы были вот эти пупырышки на льду. Дополнительно заливают специальной очищенной водой, потому что любая песчинка или еще что-то, да, там волосок, там бумажка, ну, нехорошо для льда, для керлинга, потому что камень, если он на него наедет, он сразу может пойти в другую сторону. Здесь очень строго с этим. Пальчики расслабьте, ложка. Смотрите, можно поставить лампу Куда? Я не понимаю. Так? Нет. Еще. Чуть повыше глаза. Вот. Чего? Никакие перебивки не нужны? Я очень хочу поехать на Паралимпиаду. Но эта цель не так далека от вас, Я в надеюсь. принципе. А что потом? Ну, я думаю, что семья. Так, а здесь какие перспективы? Ну, я не знаю, потому что все-таки мы живем в 21 веке, где мужчины не очень-то хотят замуж брать девушку, особенно если она передвигается при помощи кресла-коляски. Здесь зависит не от одного человека, а от двоих все-таки. И, как говорится, насильно мил не будешь по поводу замужества. Но очень хотелось бы. Ну, я так понимаю, мы же не об абстрактном каком-то мужчине говорим, а о вполне конкретном. Да. Как давно вы вместе? Ну, достаточно давно познакомились. Вот я уже на коляске, будучи, передвигалась. И познакомились через своих знакомых. На одной просто вечеринке мы были, и вот так вот поговорили, пообщались, понравились друг другу, и до сих пор общаемся. Вы ждете, я так понимаю, инициативы от мужчины, которого мы сейчас обсуждаем. Да. Так, может быть, самой? Ну, не знаю. Попробовать надо будет. А вы не пробовали? Ну, намеки были. Ну, вот забеременела девушка, да, там надо расписаться. А вот без этого можно? А почему бы нет? То есть вы так издалека совсем заходите? Ну, да. Ну, я что сказать? Я не знаю, что сказать. В любом случае, спасибо вам за вашу откровенность. И я рада, что вы расслабились и улыбаетесь. Когда мы говорим о спорте, вы так президент клуба. А когда мы говорим о личной жизни, вы 18-летняя девушка. Ну, это хорошо. Но при этом вы говорите, спорт вообще моя основная часть жизни. Такую делаете ставку, как самое важное дело своей жизни. Но готовы вскоре после паралимпийской медали посвятить себя семье.
Конечно. Если будет предложение о дальнейшем, да, то есть колечко, да, там замужество, кто знает, может и ребенок, да? Я считаю, что да. Я так понимаю, что это еще один такой тактический ход поговорить об этом в программе, а потом вместе с ним посмотреть ее, да? Быть может. Вы счастливый человек? Я стремлюсь быть очень счастливым человеком. Я думаю, что да. А что значит стремиться быть счастливым человеком? Чтобы у меня было все так, как хочется мне. Ну, в плане спорта, семьи. С одной стороны, мы все это знаем, да? Что нужно утро начать, радуясь лучу солнца, и благодарить за элементарные вещи, которые у тебя есть в жизни. Все знают в теории, что да, так бы и надо делать, но порой уже это просто раздражение вызывает. Да? Как вот это вот искренне внедрить в жизнь, и как это к вам пришло? Вы знаете, до травмы я никогда не задумывалась об этих вещах, по крайней мере. Ну, травка зеленая, солнышко светит, там дождик пошел или снег, неважно. А сейчас, наверное, радуешься каждому моменту, вот, который на твоем пути встречается, да, цветочек вот только-только, там, бутончик начинает распускаться, и ты смотришь, какая же это красота, то есть совершенно другое восприятие. Не то, что было раньше. То есть ценить начинаешь это больше, чем вот до травмы. Есть сожаление, чего же раньше не обращала внимания на то, на это, и что, может быть, другие были приоритеты? Цели, которые у меня были до травмы, некоторые точно не осуществляться, потому что я хотела быть там супер-пупер мастером, парикмахер, визажист, стилист. То есть, ну, это очень сложно в таком положении, к сожалению. Хотя я до сих пор могу, если кто-то меня просит, там, Аня, можно подстричься? Ну, да не вопрос. Приезжай в свободное время. Всегда только за. А когда цель была там салон открыть, быть директором этого салона, грандиозные были планы. Ну, чемпионка мира и победительница самого главного мирового спортивного состязания, это круче получается, статусом выше. Ну да, у нас же со временем какие-то новые цели появляются. Да, я очень довольна тем, что я чемпион мира. И очень хочу пойти выше, выше, выше.